Наше пребывание на озере Даян-Нуур подошло к концу. Неповторимая рыбалка и красота этих мест оставили в нашей памяти незабываемые воспоминания. Но наше путешествие продолжается, и сегодня вечером мы должны остановиться в городе Баян-Улгий, чтобы отдохнуть и набраться сил перед следующим этапом нашего путешествия. Вы не руками взять? Не надо, там самое мелкое место. После того, как мы собрали лагерь, мы отправились дальше по бесконечным дорогам и перевалам Западной Монголии. Чтобы не повторять маршрут, по которому мы прибыли на озеро Даян-Нуур, мы решили объехать вокруг озера вдоль границы с Китаем и выехать на трассу М-15. Чтобы продолжить наше путешествие, нам предстояло пересечь протоку между озерами Даян-Нуур и Хар-Нуур. Мы успешно преодолели это препятствие и продолжили наш путь. Наши автомобили снова продемонстрировали свою надежность, помогая нам справиться с этой задачей. Преодолев протоку, мы двигались дальше вдоль берега озера Даян-Нуур. Впереди нам попадались стада верблюдов, а также сооружения, предназначенные для защиты скота от неблагоприятных условий и диких животных. Верблюды, стражи бескрайних просторов, медленно и уверенно шагали по земной глади, создавая ощущение вечности и стабильности. Их величественные силуэты выделялись на фоне безмолвных гор, унося мысли в мир древних кочевников, которые когда-то пересекали эти земли в поисках лучшей доли. Проехав около 10 километров, мы добрались до пограничного пункта, где нас остановили сотрудники пограничной службы. Они не могли понять, откуда мы прибыли, поэтому мы показали им разрешение на пребывание в приграничной зоне. Однако языковой барьер затруднял общение, и пограничники не могли понять, куда именно мы направляемся и откуда едем. Так как дорога проходила рядом с границей с Китаем, они предположили, что мы пересекли границу Монголии и Китая. После долгих объяснений и демонстрации карты стало ясно, что мы находимся в пределах разрешенной зоны. Потребовалось связаться с нашим гидом Аманом, который должен был сопровождать нас на всем маршруте в приграничной зоне. Мы связались с ним, и он объяснил ситуацию сотрудникам пограничной службы на монгольском языке по телефону. После разговора с Аманом пограничники попросили нас показать автомобили на наличие запрещенных предметов. Осмотрев автомобили, сотрудники пограничной службы убедились, что все в порядке, и пропустили нас, пожелав счастливого пути.
Впереди нас ждал безымянный перевал, поднявшись на который, мы решили насладиться живописными видами. Стоя на вершине перевала, мы смотрели вниз в ущелье, по которому нам предстояло спуститься на наших автомобилях. Под нами располагалась извивающаяся дорога, но нас не пугала сложность маршрута, наоборот, это добавляло адреналина.
Спустившись в ущелье, мы заметили постройки местных жителей, окруженные каменными и деревянными ограждениями. Внутри паслись яки. Местные жители стояли неподалеку и беседовали друг с другом. Проехав немного дальше, мы увидели покос, огороженный деревянными жердями, где трудились несколько человек. Дальше нам встретились дома и загоны. Видимо, в этом ущелье проживала семья местных жителей. После того, как мы проехали через ущелье, мы вернулись на дорогу, которая привела нас к озеру Хатон-Нуур. Перед нашими глазами раскинулась неповторимая река Хофт, и мы направились вдоль нее в сторону населенного пункта Ценгел. Ценгел – небольшой населенный пункт, расположенный в Баян-Уладейском Аймаке, Монголии. Он известен своей уникальной культурой и традициями и природой. Население Ценгел состоит преимущественно из казахов и тувинцев. Эти народы сохраняют свои традиции и культуру, передавая их из поколения в поколение.
В поселке есть начальная тувинская школа, где обучение ведется на монгольском и казахском языках. Природа Ценгела поражает своей красотой. Здесь можно увидеть горы монгольского Алтая, такие как Хуйтен, Ихтурген, Сагаан-Хайрхан, Битуум, Ундур-Хайрхан и Ценгел-Хайрхан. Между горами протекают реки Кавдогол, Сагаан, Арганат, а также расположено озеро Хатон, Курган и множество мелких соленых озер. В этом регионе водятся косули, дикие козы, медведи, волки и лисы. Климат в Ценгеле резко континентальный. Средняя температура января составляет минус 20-25 градусов Цельсия, а июня плюс 8-12 градусов Цельсия. В районе Ценгела имеются запасы железной руды, вольфрама, строительного сырья и драгоценных камней.
Ценгел – это идеальное место для тех, кто хочет познакомиться с культурой и традициями народов Центральной Азии, насладиться красотой природы и отдохнуть от городской суеты. Проехав населенный пункт Ценгел, мы направились в сторону населенного пункта Улан-Хус. Вот сколько дорог, по какой ехать? Улан-Хус – это самун Аймака Баян-Улги, расположенный в Монголии. Центр самона Биу находится в 46 километрах от города Улги и в 1682 километрах от столицы страны Улан-Батора. Самун Улан-Хус был образован в 1940 году. Его площадь составляет 6047,93 квадратных километра, а максимальная высота гор 3973 метра. На территории Самона расположены горы Ценгел-Хайрхар, Баян-Нуу и Сиилхэм, а также долины рек Уйгор, Капдогол и ледниковые озера. Большая часть населения Самона Улан-Хус составляют казахи. По данным на 2009 год, здесь проживало 8407 человек, а плотность населения составляла 1,39 человека на квадратный километр. В Самоне Улан-Хус имеются мелкие предприятия по производству продуктов питания, школы и больницы. Здесь добываются строительные материалы, биотип и драгоценные камни. Климат в Улан-Хусе резко континентальный. Средняя температура января составляет минус 22-24 градусов Цельсия, а июня плюс 9-14 градусов. Нам надо было не направо повернуть, а налево, скорее всего. Они могут там далеко много машин. Нам надо вон туда, в горы. Мы оттуда приехали. Суги маленькие гуляют. Года 3. Сами по себе. По трассе. Юрту, наверное, вон туда идут. 3, наверное, и 5 лет. Фиг с ними, трясется. Нам нужно вон в ту гору. Вот, там, где накатаннее. Проехав Улан-Хус, мы направились в Баян-Улги. Нам осталось проехать 46 километров и отдохнуть перед завтрашней поездкой в древний город Хофт. Я не знаю, никаких. Вот ты вообще. Вот так.
Сейчас она красавица. Давай, давай, пока она сейчас как раз у тебя будет. Одобри. Я не умею. Как это? Коготь тогда один, наверное, как у них у всех. Может, вверх ее надо дрыскать, а не вниз? Я не знаю. Играй еще. Не знаю, как мне брить. Не умею. Сейчас только же получалось. Ты когда я все. Давай я буду прижимать.